Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал, особенно, как всегда, приветствую своих подписчиков. В этом видео мы с вами будем распаковывать огромнейшую просто коробку. В коробке находится прибывший ко мне с сайта AliExpress мини-холодильник марки Kemin, модельки KM-20L-A. Поехали! Ну что ж, коробка огромная по меркам обычных посылок с AliExpress, но в то же самое время она очень компактная по размерам холодильников. Обошелся мне этот лот в 8000 рублей или примерно $125. Добиралась до меня примерно месяц, и давайте с вами мы ее сейчас распакуем, уже посмотрим, что он из себя представляет, как до меня добралось и какого качества данный холодильник. Единственное, уточню, что доставка по территории России осуществлялась транспортной компанией DPD. Так, ну что ж, вскрываем. Внутри коробки я обнаружил множество пенопласта, переходник для российских вилок и несколько вот таких вот cold паков. Что это такое? Видимо, упаковка для замораживания чего-то. Ну, в общем, все не помещается в кадр. Так. Достаем из упаковочки. Сбоку имеются удобные ручки для переноски. Куча остатков пенопласта. Дверка вот так вот открывается. Внутри находятся пластиковые полочки. Здесь у нас кабель китайский для питания от электросети УТК, а также питание для холодильника от сети 12 вольт автомобиля. Кроме того, имеется еще инструкция на китайском, по всей видимости. Да, инструкция на китайском исключительно. Так, сбоку на дверце у нас здесь два отсека. Здесь у нас присутствуют две полки. Все встало на места. Ну да, это 20 литров. Такой холодильник прикольно взять с собой, например, на море. Если вы, допустим, будете жить в кемпинге. Да, 20 литров это не абы сколько много, но тем не менее можно как-то, по крайней мере, спланировать свое питание. То есть сохранять продукты. Так, посмотрим на устройство со всех сторон. Куча пенопласта здесь. Так, сзади панель с двумя входами, соответственно, их здесь не перепутаешь. Они отличаются по разъемам, квадратный и круглый. Соответственно, сеть электропитания и сеть 12 вольт автомобиля. Сзади находится, вот видно, кулеры. Так, ну и, собственно говоря, все. Так, ну что, теперь давайте с вами, наверное, запитаем наш холодильник и попробуем в нем что-нибудь заморозить. Не переключайтесь. Так, измерение температуры внутри холодильника я буду производить при помощи вот такого вот уличного термометра. Ну, здесь температура внутри квартиры и температура за бортом. Сейчас занес холода, температура в нем начала резко расти. Вот я помещу датчик внутрь, и, соответственно, в нижней части мы здесь будем видеть как раз-таки температуру внутри холодильника. Так, ну датчик я помещаю как раз примерно в центральную часть холодильника, чтобы измерения были максимально точными. Ну, соответственно, стартуем наш эксперимент. Температура внутри сейчас примерно 18,5 градусов и держится примерно на таком уровне. Я включаю холодильник в сеть питания. Так, он показывает, что у него внутри 16 градусов Цельсия в данный момент. Так, выключение питания работает. Ну что ж, я, соответственно, выбрал температуру -2. После выбора температуры он показывает текущую температуру. В этом режиме не прибавляется, не убавляется. Это просто сколько сейчас внутри в камере, какая температура. Мой термометр тоже подтверждает информацию. Показывает сейчас 17,5, 17,4. Температура медленно уменьшается. То есть она должна дойти до состояния запрограммированной температуры -2. Сейчас мы будем наблюдать в процессе, как это требование выполняется. Действительно ли он сможет опустить температуру внутри камеры до -2. Вот пока температура 17,3, да, она медленно падает. Продолжаем наблюдать. Температура ползет не очень быстро,
17,2, где-то по 1,1 градуса. Продолжаем наблюдать. Так, наблюдаю некоторую странность. У меня термометр внутри показывает 16,5, 16,4, 16,3. Должно было значение с 17 перескочить на 16, вместо этого я вижу 18 градусов почему-то. То есть до этого он достаточно точно показывал температуру, правда без десятых градуса. Вот, а здесь градус вырос почему-то. Хотя температура продолжает в камере снижаться. Уже сейчас 16,2. Ну, может быть, это просто глюк дисплея, допустим, да? Так, я вижу меньше 16 градусов, 15,9 уже по термометру. Здесь нам вдруг до сих пор показывает плюс 18. Странно. 15,8. Да, температура продолжает падать. Продолжаем наблюдать. Так, странности продолжались. 14,9, а нам вдруг показывает 19. Что-то температура у него растет, очень странно. Ну, сейчас измерим потребление, энергопотребление холодильником, сколько он берет от сети. Так, в выключенном состоянии потребляет 2,3-2,4 ватта. Включаем. Показывает 20 градусов внутри, хотя внутри 14,1 градуса. Потребление выросло до 70 ватт. Вот примерно порядка 70 ватт потребления. И похоже достаточно стабильно. Так, наблюдаем, что у нас показывает табло. Верхнее табло показывает 20. В то же время в холодильной камере внутри 14 градусов. И температура продолжает падать. Да, температура внутри 13,9. Потребление 69,4 ватта. Немножко только удивляет некорректная отображаемая температура в верхнем табло. Продолжаем наблюдать. Так, спустя какое-то время, если аппарат не трогать, дисплей потух, горит только лампочка, то, что производится процесс охлаждения. Термометр внутри камеры показывает 12,8 градуса уже. Так, процесс охлаждения продолжается. Ну, наверное, если нажать сейчас, он показывает, вот видите, неадекватную температуру, 22 уже у него. Почему-то у него температура растет. Потребление 68 ватт по-прежнему. Продолжаем наблюдать, вот 23 у него уже. Так, потребление у нас 67 ватт. Температура внутри камеры 11,5 градусов. Верхнее табло нам по-прежнему показывает какую-то ерунду, 24 градуса Цельсия, по его мнению. Вот, эту проблему я постараюсь сейчас с продавцом решить. В чем дело, почему он отображает такие неадекватные цифры. Вот, я надеюсь, решение этой проблемы есть. По идее, даже если этот термометр и так неадекватно работает, это не сильно будет мешать. В основном. Почему? Потому что большую часть времени табло в потухшем состоянии находится, и как бы не обращаешь внимания, как бы понимаешь, что внутри температура будет близка, видимо, к заданной вот здесь вот на экране. Сейчас мы посмотрим, все-таки сможет он до -2 именно опустить. То есть, в принципе, если я найду решение с продавцом, обязательно в описании или в комментарии к видео я эту информацию помещу. У меня тестирование продолжается, какие будут дальше изменения. Сейчас у нас 11,2. Я, соответственно, буду обо всем фрагментарно записывать. Продолжаем наблюдение. Охлаждение у нас продолжается. На данный момент 10,5 градусов, 67 ватт потребления. Продолжаем наблюдение. Так, ну что, наверное, буду заканчивать съемки. Сейчас уже наступило утро, прошла ночь. Внутри холодильника у меня лежал пакет сока и пакет молока. Значит, температура внутри на данный момент 6,5 градусов. В принципе, эту температуру можно считать для холодильника примерно допустимой, потому что нормативный разброс температуры в различных частях холодильника должен быть от +3 до +6. Ну, как бы с натяжкой, с небольшой. 6-7 градусов мы можем принять как нормативный. Единственный, конечно, вопрос по его производительности. Если мы туда положим, например, 3 пакета молока и 3 пакета сока, до какой температуры, соответственно, он сможет все это дело охладить. Вопрос остается открытый. Возможно, этот тест позднее я произведу. Соответственно, если есть вопросы, заглядывайте в описание видео, читайте комментарии, вопросы, ответы.
Я всей информацией, естественно, с радостью поделюсь. Так, еще один тест. Забил я холодильник под завязку, соответственно, поместился туда пакет молока, парочка больших йогуртов, целая шеренга маленьких йогуртов, банка соленых огурцов небольшая. Изобразил полное заполнение. Ну, быстренько сейчас. Вот сейчас 8,4 градуса. Вот так. 8,4 градуса у нас внутри. На самом деле, когда я все загрузил, было где-то у нас 9 градусов. Вот сейчас температура с 9,5 опустилась уже на 1 градус 8,4. Конечно же, открывание и закрывание дверки, оно негативно сказывается на замораживании, то есть холод выходит быстро. Вот. Причем продукты я сейчас эти положил туда из другого холодильника, то есть они были тоже уже охлажденные. То есть сейчас должна быть эффективность охлаждения существенно выше. Вот. Тоже задача посмотреть, ну, допустим, через час, насколько заморозится. Все, наблюдаем. Ну что ж, по истечении часа температура внутри камеры у нас 7 с копейками градусов. То есть где-то она находится на предельных значениях, как раз таки допустимых для хранения продуктов. По нормативам допускается температура примерно от 3 до 6 градусов внутри холодильников. Что я могу отметить про конкретно данный холодильник? То есть ее употребление примерно 60 Вт, но в этом диапазоне где-то также болтается. Вот, несколько лениво холодильник охлаждает. Так скажем, что он не торопится, да, то есть в большом нормальном холодильнике все происходит гораздо более живо, и температура поддерживаем, во-первых, там регулируется, не знаю, здесь она регулируется или нет, ну и, конечно же, вот этот глюк с отображаемой температурой немножко напрягает. Скорость охлаждения существенно зависит от объема продуктов, которые внутрь загружены. Вот. В моем последнем эксперименте я загружал его почти под завязку, но уже охлажденными продуктами. Если честно, я ожидал гораздо более быстрого опускания температуры до нормативных где-нибудь хотя бы 6 градусов. Вот. Тем не менее, она опустилась только до 7. Да и то это все происходило очень медленно, как будто он заново эти продукты замораживал. То есть как будто бы законы физики не действуют, и то, что эти продукты только что достал из большого холодильника, это все этим холодильником не учитывается. Вот, немножко странные вещи, но для портативного, для мини-холодильника, для такого легкого холодильника, видимо, произведенного по несколько другим технологиям, конечно же, я предполагаю, что здесь нет полноценного компрессора, это все сделано более какими-то компактными вещами. Примерно как сравнивать большой стационарный компьютер и ноутбук, да, вот как бы этот холодильник является ноутбуком своего рода, да. Как и у ноутбуков обычно страдает производительность, вот также и здесь производительность пострадала, и охлаждение производится не очень быстро. Вот этот регулятор тоже не особо на что влияет, то есть можно установить до минус 9, но регулируя вот этот вот показатель и до минус 9, и минус 5 я ставил, и 0 ставил, как бы на показаниях температуры внутри камеры это не сильно влияет, то есть так и у температуры болталось где-то 6, 7, 8 градусов. Так, еще один эксперимент. Примерно 10 минут назад я холодильник выключил. На тот момент было примерно 6 с копейками градусов. Вот, спустя 10 минут сейчас у нас примерно 7,9, ну то есть 8 градусов. Можно отметить, что, видимо, холодильник все-таки неплохо сохраняет тепло. Вот, то есть камера сделана относительно герметично. Это, в общем-то, тоже плюс холодильнику. Так, после долгой работы, вот почти сутки холодильник отработал, я обнаруживаю легкое нагревание корпуса вот в задней части корпуса, вот здесь. Больше, в принципе, нигде больше никаких нагреваний или температурных аномалий, так скажем, больше нет. Ну, тоже, в общем-то, допустимое явление. Ну что ж, решение о том, приобретать или не приобретать данный холодильник, конечно же, за вами. На мой взгляд, конечно же, для поездок, для кемпингов, для отдыха, где, если у вас рядом будет холодильник отсутствовать, данная вещь, конечно же, незаменима. Даже эти 6, 7, 8 градусов, до которых он охлаждает, позволят вам сохранить ваши продукты существенно дольшее время. Вот, при этом, в принципе, очень компактные размеры, легкий вес и вполне себе адекватные габариты. Вот, на данный момент пока тестирование я заканчиваю.
Устройство достаточно прикольное, мне нравится. Работает не шумно, два вентилятора тихих сзади. Единственная оставшаяся проблема — это на табло отображающаяся температура. Вот, я на этом вас благодарю, что вы досмотрели мое видео до конца. Если есть любые вопросы, конечно же, задавайте в комментариях. И, собственно, на этом я раскланиваюсь. В конце у меня, как всегда, только формальности. Напоминаю, что спонсором этого видео являются интернет-площадки AliExpress, Tmall и Gearbest. Список лучших товаров от этих спонсоров по моей версии вы можете найти в описании к видео. Все, друзья, всем счастливо, пока.